Зима и моноколесо. Насколько они совместимы и можно ли их как-то подружить? Поговорим об этом в данном выпуске. И для начала давайте разберемся, можно ли использовать моноколесо зимой. И ответ здесь неожиданно прост. На 2020 год ни одно моноколесо, выпускаемое серийно, не предполагает его зимнюю эксплуатацию. Так что спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всего вам доброго! Эх, ну хорошо. Я же прекрасно понимаю, что абсолютно точно найдутся бунтари, которые ни за что не откажутся от любимого транспорта зимой. Да что и говорить, я, собственно, и сам такой. Вот для них и будет данный выпуск. И в данном выпуске я расскажу, как подготовить моноколесо к зиме, а в следующих выпусках мы уже поговорим о зимней экипировке и об особенностях зимней езды, а также о возможных проблемах. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и давайте приступим. Саму подготовку моноколеса к зиме я бы условно разделил на 5 блоков. Это гидроизоляция, покрышка, педали, аккумулятор и обслуживание. Начнем мы по порядку, с гидроизоляции. Сам снег не выглядит особо опасным для моноколеса. Однако, во многих городах зимой на дороге рассыпают реагенты. Вода с их примесью еще более губительна для электроники, подшипников и прочих элементов моноколеса. Поэтому защита от попадания воды очень важна. Гидроизоляция включает в себя изучение конструкции данной модели и самых уязвимых мест, разборка моноколеса и изучение дефектов данного экземпляра, доработки, устранение и сборка. О гидроизоляции на примере InMotion V8 я рассказывал в прошлых выпусках, посвященных обслуживанию моноколеса. Ссылка в правом верхнем углу. И этот, и другие ролики вы без труда найдете на канале. Если моноколесо еще на гарантии, или если у вас нет навыков по сборке и разборке моноколес, то доверить гидроизоляцию моноколеса можно авторизованному или проверенному сервису. А давать его просто хорошему мастеру, например, в автомастерскую, весьма рискованно, ибо есть много тонких моментов, незнание которых будет иметь фатальные последствия. Например, слабо затянутые стойки могут привести к их скорому износу и падению с моноколеса, а перетянутые винты крепления корпуса к его скорому разрушению. Справедливости ради отмечу, что есть райдеры, которые успешно используют моноколеса без гидроизоляции зимой. Впрочем, есть и те, кто уже пожалел об этом. В общем, решать, как всегда, вам. С покрышкой все немного сложнее. Существует два основных вида зимней резины. Это шипованная и липучка. Готовых шипованных решений для моноколес я особо не встречал, хотя, может, имеются какие-то единичные случаи. И еще некоторые умельцы пытались шиповать резину самостоятельно. В целом, шипы неплохо держат на льду, но вот на некоторых покрытиях, таких как металл или шлифованный мрамор, могут преподносить крайне неприятные сюрпризы, о которых я расскажу в следующих выпусках. Зимняя липучка на льду может проигрывать шипованной резине, но зато сюрпризы от нее маловероятны. Основной недостаток для моноколес в том, что на момент выхода ролика липучка существует лишь в мотоциклетных аналогах покрышек. Эти покрышки не совсем подходят к моноколесам, их приходится выравнивать вручную и приклеивать. Именно так я и сделал со своим колесом, установив на него липучку CST 507. Я расскажу об этом в отдельном выпуске. В общем, для того, чтобы узнать, имеется ли решение для вашего колеса, вам придется почитать специализированные форумы или спросить совета в профильных чатах. Ездить на заводской или летней покрышке теоретически возможно, но по сцеплению, а значит и по рискам падения, она ощутимо уступает зимней. Так что тут только строгий контроль покрытия и скорости, осваивание навыков зимней эксплуатации, экипировка и бдительность. Ах да, ну и немного удачи. Следующими на очереди идут педали.
и основная проблема здесь – налипающий на них снег. Конечно, лучшим, на мой взгляд, решением будет использование педалей с отверстиями, через которые будет снег проваливаться. Об одном таком варианте я рассказал в прошлом выпуске, ссылка в правом верхнем углу. Но если для вашего колеса таких педалей не имеется или по каким-то причинам вы не можете их купить, то стоит подготовить родные педали. Для начала стоит проверить наждачное покрытие, если оно имеется, и в случае его износа заменить. Но полагаться на него зимой почти бессмысленно. Ведь немного снега, принесенного стопой на педаль, полностью нивелирует все прелести такого покрытия. Поэтому зимой шипы просто обязательно. Найдите или придумайте возможность их установить. Пример установки шипов на Kinsong 18L есть у меня на канале. Аналогично устанавливают шипы на ряд других моноколес, например на InMotion V8. Если нужно, пишите в комментариях, я сделаю выпуск. Но на некоторые модели установка будет сложнее. Тут опять все дороги ведут на профильные форумы и чаты. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это высота шипов. Если вы чувствуете, что зацепа зимой не хватает, то стоит немного отрегулировать их высоту, увеличив на 1-2 мм. Большинство конструкций шипов без труда позволяют это сделать. Об аккумуляторе я говорил в отдельном выпуске, ссылка в правом верхнем углу. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Но если коротко, то колесо с замерзшими аккумуляторами не способно выдавать заявленные токи, и его легче продавить. Кроме того, категорически нельзя заряжать замерзшие аккумуляторы. Поэтому никогда не заряжайте колесо, если вы только что принесли его с мороза. Попадание воды с реагентами в блок с элементами вообще крайне губительно для них, но про гидроизоляцию я уже рассказал чуть ранее. Ну и напоследок, не ждите, что моноколесо на морозе проедет столько же, сколько летом. Причин тут несколько. От искажения показаний напряжения на ячейках до траты электроэнергии на их разогрев. Но последний факт несет в себе также и бонус. Благодаря ему использование моноколеса при небольших отрицательных температурах вряд ли приведет к перманентному ухудшению свойств аккумулятора. Естественным тут может быть желание утеплить аккумулятор. Это поможет и энергию сберечь, и срок службы его продлить. Многие райдеры надевают сверху многослойные чехлы и обматывают моноколесо утепляющим материалом. Это практически бессмысленно, ибо больше всего аккумулятор промерзает со стороны арки колеса, к стенке которой он обычно так или иначе крепится. А значит, в первую очередь требует утепления именно там. Ну и что касается ухода, то, пожалуй, самое нежелательное, что вы можете сделать, и это положить моноколесо после зимней эксплуатации на бок. Очень часто это кажется нормой, например, если покатавшись вы убираете моноколесо в багажник автомобиля. Однако забившийся в арку снег растает и скорее всего попадет на подшипник. Или, что еще хуже, в мотор-колесо или контроллер. А для них такое соседство губительно. Кроме того, когда вы приносите колесо домой, то растаявший снег с реагентами вытекает на пол. И если пол у вас паркетный или покрыт ламинатом, то эдакая химия может очень неплохо испортить напольное покрытие на пару с вашим настроением. В качестве решения я предлагал использовать цветочный горшок с бортиками или сделать ящик. Ссылочка в правом верхнем углу. Ну или в крайнем случае можно использовать коврик с бортиками. Последнее решение немного хуже, потому что колесо какое-то время будет стоять покрышкой в луже с реагентами. Ну и напоследок, стоит ли отмывать колесо от реагентов после каждой поездки или нет, каждый решает сам. Просто будьте здесь осторожны. Мытье колеса, например, под душем, имеет шанс нанести больше вреда, чем пользы. И не только потому, что вода может попасть вовнутрь, а еще и потому, что при мытье холодного колеса теплой водой внутри может скапливаться конденсат, который также губителен для мотор-колеса. Так что, если в вашем городе рассыпают на дороге лютую химию, или вы просто любите чистоту во всем и везде, лучше просто протрите моноколесо влажной тряпкой. Ну и на этом, что касается подготовки моноколеса, у меня, собственно, все. Традиционно порция важных и интересных комментариев вы найдете внизу к описанию ролика. Ну а если вы хотите поделиться своим опытом эксплуатации или вам есть что добавить, пожалуйста, не поленитесь и сделайте это. Всем бунтарям я желаю лишь положительных эмоций от зимней эксплуатации моноколеса. Меня по-прежнему звать Анатолич, канал Чёртово колесо. Увидимся.